хотите решить ваши финансовые проблемы, работайте 24/7. У вас не будет времени тратить, деньги у вас автоматом начнут накапливаться. Люди, которые продают курсы, говорят, вы не должны работать. Вы должны просто получать деньги. Если у вас нет денег на курсы и у вас есть какие-то цели, самое важное — это просто работать 24/7. Все. Другого рецепта нету. Это была крутая сделка. Ну кто об этом знал, да? Биткоин в 10. Ты знал. Друзья, всем привет. Сегодня новогодний выпуск. У нас в гостях Мурат Агаев, Алексей Ленецкий и Владислав Никонов. И вы сегодня сможете получить книгу, один из вас, лучшую книгу, по мнению Мурада, которая изменила его жизнь навсегда. Чтобы получить эту книгу, прочитайте условия в описании к выпуску. Если что, это не так. А мы поговорим о рынке, мы поговорим о деньгах, мы поговорим о жизни, и Мурат раскроет нам все свои секреты. Привет, спасибо, что пришел к нам в гости. Это «Деньги за столом». Поехали. Мы можем начинать. Давайте, а что будем обсуждать? Все о деньгах, конечно. Тогда давайте представимся. Так, у нас серьезный вопрос. Кто из вас больше заработал в этом году, в 25-м году? На За 25-й год. рынке? Да. Ну, Леха, я думаю. Лех, сколько ты процентов заработал? Более мало. Мало? Ну, смотря как Ну, если в оценивать. плюсе, то больше, чем, да, Мурат? Ну да. Когда много. Я не потерял. Даже да. если в минусе. Не, но я могу сказать так, что какие-то портфели в минусе, какие-то портфели в плюсе. Больше, конечно, в плюсе, в абсолюте точно в плюсе. Мурат, у тебя как успехи? Ну, минус 80, наверное, процентов по ИИСу, который публичный. Сколько ты не заработал в 25-м году? Много. Давай Давай в цифрах. У тебя 9 лямов у меня было убытка с парой сделок. 9 лямов убытка. Ну, у тебя хороший год, получается. Отличный. Продуктивный. Очень. Алексей, у тебя как дела вообще в 25-м году? Чем ты гордишься и какая у тебя самая успешная сделка? Слушай, самая успешная сделка, наверное, это приобретение облигаций. Самое успешное. Грустно, да? Скучно. Нет, а если говорить серьезно, то хочется тоже поделиться, как я сходил в мафию поиграть на 2,8 миллиона рублей. В опционах вошел в сделку в опционах и пошел играть в мафию. В общем, когда я уходил играть в мафию, ну, как бы сделка не приносила ни рубля. Ну, просто сделка. А в опционах нужно всегда находиться на контроле, на пульсе. И, в общем, в моменте, где был самый разгар игры, естественно, я не смотрел, куда движется там цена и сколько стоят опционы. В общем, в моменте они стоили почти 3 ляма. При этом я поставил очень мало денег, там, ну, типа 100 тысяч рублей, может, 50 тысяч рублей. И ты об этом людям говоришь, это самое важное. Главное, чтобы она не сгнила, еще раз говорю, это самое важное за 5 лет. Как бы иначе, кроме Слишком нервов долго. и убытков, ничего не останется. Но у меня сделка самая успешная — это SFI. Вот если бы не Мурат, то я бы заработал больше, конечно же, но Мурат Но мне я сказал, заработал больше. Мурат сказал, продавай, забей, А сам зашел. потом откупишь, потом все произойдет. Реально, я ему говорю, выходи, я сам захожу. Да. Через Вот, 5 да. минут. Да, в общем, Мурат ровно за 10 минут до вспышки акции на 30% сказал, продай, потом успеешь купить. Проходит час там или полчаса, А там этот там был. планка на 3 миллиарда Да-да-да. рублей, и я как бы уже все, Уже я ничего уже ничего. не сделаю. Прекрасно. Сейчас цены такие же, когда ты выходил. Можно брать еще. Заново заходить, да? Прекрасно. Вот такой вот у нас был прошлый год, да? Хорошо. Мурат, как зарабатывать деньги правильно? Вот мне нужно курсы покупать там или кому-то, или нужно что-то сделать? Работать надо просто. Как работать? Ну, Где я работать? официантом работал, я барменом работал, я там на стройке работал. Как долго ты это делал? До 19 года была индустрия гостеприимства. В 19 году я оттуда ушел. Просто, мягко говоря, другого ответа быть не может. 100%. На что ты владел Нет, рестораном? на какие шиши мне владеть рестораном? Я просто пришел и начал работать офиком. Видят, что я, там, не полный идиот, меня ставят, соответственно, старшим официантом. Видят, что я не полный идиот, или не видят, я ухожу в другое место, бармен, старший бармен, управляющий. Сначала менеджер бара, управляющий бара, пожалуйста. Вот Сколько денег ты зарабатывал? карьерный трек. На хаях, наверное, управляющим около 180 было в 19 году. В Казани в 13 году 16. Наверное, 16 или 13. Я не помню точно цифру. 13 тысяч или 16 тысяч рублей официантом мы получали. Примерно в 2019 году ты начал получать 160 тысяч. 80. 180. 180. И какой был следующий шаг твой? И я ушел в айтишку к Назару Борисовичу.
А что ты там делал? Можно У назвать тебя это же не было опыта. менеджер проектов. Я Как же он тебя не... вообще взял туда на работу, если ты был всего лишь в сфере как бы как У тебя есть гостеприимства? опыт работы создания соцсетей? У меня есть опыт ведения соцсетей. О, видишь, вот класс. А у меня есть опыт... Отличный Вот. опыт. И, Отлично. Профессионально, да, да? и А, меня в взяли айтишке? на В работу в айтишке? айтишку. Ну, к нему в компанию в айтишную нужен был человек такой. Ну, это называется менеджер проектов, да, был какой-то ряд. По сути, можно сказать, что это личный помощник в ряде случаев. Ему нужно было закрыть определенные проблемы. Одна из них это было переговоры с, как это бы назвать, с топ-менеджерами брокеров российских. Мы собрали всех 10, в топ-10 просто списка взяли, и с каждым по 2 часа устроили встречу. Устраивал их я. Хитрая схема была, но она возымела успех. Он продавал свой софт там, вот, брокерский. И все, а дальше ушел, встал случайно за камеру, потом сел перед камерой, и теперь я вот соведущий вредного. Каждый раз, когда я захожу в базар, ловлю одно и то же чувство. Здесь люди не соревнуются, они делятся. Один пишет про свои ошибки, другой про прибыльные сделки, а третий просто поддерживают других. Вот рейтинги инвесторов. Смотришь не на сухие цифры, а на живых людей, у которых за этими цифрами история, решение, характер. Это редкость. Платформа, где инвестиции не понты, а путь к доверию и репутации. Если вам близко учиться у других и расти вместе, присоединяйтесь к социальной сети Базар. Ссылка в описании. Увидимся в Базар. А теперь к подкасту. А ты изначально не боялся с ними общаться? Ты уверенно себя чувствовал, с такими А чё опытными людьми? бояться-то? Ты не знал, Нет. что кто Да, такие, да, да? Чего бояться? хуйня какая-то. Ну, в хорошем смысле, я такой, типа, позвонить надо дяде сказать там. Можно Когда с ты- вами, да, встретиться, поехать. И как на вас смотрели? Как бы вас вообще воспринимали? Можно, но есть методика, каким методом там продать встречу любую там, альфа-банку. К примеру, да, мы говорим, вот у нас есть компания, она делает софт для брокерских компаний, внутренние архитектурные решения. Внутренние архитектурные решения наш клиент Газпромбанк. Ну, типа, давайте встретимся, мы вам расскажем про наши продукты, вот там, база, ничего такого. И, соответственно, там еще интервьюшку возьмем на ютубчик, расскажете, что там с рынком будет в ближайшие 5 лет. Для того, чтобы ему интересно было, потому что, мы сыграли на самолюбии людей, да, типа, мы еще интервью возьмем, у нас YouTube большой так-то, да, и вы, соответственно, сможете рассказать о том, каким вы видите рынок в ближайшие 5 лет, там вопрос был. И там у каждого мы взяли 5-минутный коммент. У Сбера, у Альфы. Ну, YouTube уже был у Назара, когда ты пришел, Он получается. 16-го года был, да. Мгм. Окей. Вот. И тебе это очень сильно помогло. Да, теперь я отжал его. Класс. Мы Извините. поздравляем тебя с этой победой. Ты забрал актив, это хорошо. Как ты считаешь, какие качества тебе помогли вообще на пути там, за последние 5 лет достичь величия? В том размере, в котором он и есть, только труд. Да, очень много трудиться нужно было. Есть ряд вещей, где мне повезло, и это факт. Но просто я не могу... Это знаешь, что меня больше всего бесит в чатах особенно, когда ты то ты сам лох. Да. А если ты смог что-то сделать, То тебе повезло. типа, Тебе там повезло. 7 иксов, они такие, да просто повезло. Повезло, да. Все с плечами, они такие, да, сам лох. Да, не, пацаны, я и то делал я, как бы, я молодец, и я, провалился. А можно вот, типа, это что за ерунда? Это всю жизнь можешь так говорить. Ну, Греф там, глава ЦБ, просто повезло. Да, в 20, там, не знаю, каком-то году что-то у Сбера не получилось, там, Сбер Мегамаркет не вышел, это просто лошарой. Ну, так же нельзя, блядь. Да. Вот, жизнь состоит из череды труда, а удача вознаграждает тех, кто старается. Вот так вот. Да нет, чем больше ошибок, тем ближе удача. Потому что в какой-то момент перестает не вести и начинает вести. Главное, шапку так не носить, как я. Да. Имейте в виду. Она Иначе мешает, бля, серьезно не видеть. поймут. Вообще. Да. А ты смог успеть сформировать пассивный доход на протяжении своей жизни? Нет, потому что ряд расходов семейных отдалил. Вот, очень много денег я изъял из рынка в том числе. И, соответственно, это все ушло там лечение. А какой бы ты сейчас совет дал вот, молодому поколению и уже зрелому поколению, которые ищут себя, и вот у них начался Новый год. Это для многих это как бы новая жизнь, новый этап, возможно, что-то поменять. Вот
как бы что ты можешь Мой посоветовать? опыт показывает, что можно заработать денег в любой сфере, если цель в деньгах, да, даже в музее Великой Отечественной войны. Если вы любите а, вести экскурсии, вы можете стать лучшим экскурсоводом. Да, кто-то говорит, типа, блин, футболисты зарабатывают, да, футболистов зарабатывают 0 рублей. И наоборот, тоже верно. Типа, давайте на секундочку, да, у нас, ну, Это правда, да. Роналдо один, ёпта. Типа, вы там взяли 50 футболистов топовых российских, они там миллион плюс зарабатывают баксов. Ну, конечно, они много зарабатывают. Их 50 на 140-миллионную страну. И обратное тоже верно. Есть врачи, которые молодцы, и вот, к примеру, вот, ребята, вы же были на «Мать и дитя», да? Я забыл, Курцер, господин, это же человек, который принимал роды, он врач, он, И он до сих пор соответственно, принимает. да, и он до сих пор принимает, уже у ряда только, да, кто готов заплатить именно за прием у него родов. Но, По пожалуйста, секрету парень. открою, он бесплатно это делает. Да, ну вот кому-то, кому надо, бесплатно делает. Мне бесплатно, конечно, да, не сделает. И платно тоже, видимо. Да. Вот, в общем, вот, пожалуйста, пример врача, который добился. У меня там пацаны есть знакомые со школы, там, 27 лет, и он там 200 плюс медиком зарабатывает. Ну, потому что у него не тупая там, типа, я медбрат. Ну, хорошая работа. Просто ему этого было мало. Он пошел дальше, и у него, я там не силен, у него какая-то узкая направленность анестезии. Анестезиолог, что-то там, что-то там. Я там не разбираюсь в этом. И это, ну, просто задница там, вот эти вот истории его лютые. Но, да, там платят много, потому что таких спецов, как он, мало. И аналогично в любом секторе. Знаете стихотворение «Будьте первыми»? Знаешь? Не, давай. Диктуй. Записываю. Ну, я щас не готов вам стихотворение рассказывать, но, в общем, история про то, рождественский. То есть Ага. он говорит о том, что там, где бы вы ни были, будьте первыми. Первым среди, ну там, в общем, любой когорты, в которой ты находишься, просто будь первым. Старайся расти постепенно. Ты в школе, у тебя 20 человек, будь первым там в классе. Потом ты ставишь себе задачу быть в школе первым. Потом ты Первый в университете. в школе. Каждый выбирает Свою свою, да, Свою шкалу. шкалу, да. как бы можно пробивать дно, как бы стремиться быть первым, чтобы Да, я пробить лучший в дно. этом деле. А кто-то и наверх стремится. Вот мне кажется, это стихотворение... То есть я слышу то, что ты говоришь вот в этом стихотворении. Друзья, кто Есть не одна знает... проблема. Вот ты точно не лучший в том, как рассказывать стихотворение. Да. Иначе бы Да. ты мог сейчас ебануть нам от Да, души. давай мы тебе его откроем, а ты нам его Бля, прочитаешь. нет, Да, пожалуйста. сейчас, подожди, мы так и сделаем. Ладно, я русский язык забыл. Роберт Рождественский. Да, хороший, кстати, писатель. Хороший. Да все хорошие. Все русские хорошие. Да, И не русские тоже хорошие. тоже. Особенно мне нравятся Эрих и Мария. Первыми будьте только ценными, как моря. Лучше второго художника самый первый маляр. Спросят вас рабела, кто же тогда останется, если все будут первыми? Кто пойдет с замыкающих? А вы трусливых не слушайте, вы их сдуйте, как пену. Если вы есть, будьте лучшими, если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Кстати, горечь зеленых побегов, возможно, запрещенная в России 282, имейте в виду. Да? Ну, это Наркотики — вырежем. это зло. Как самое неизбежное, взвалить ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Накурился и, в общем, да. Вот, это про то, что мы говорим, да? На самом деле, мне кажется, очень полезное стихотворение, когда тебе тяжело. Алексей, давай перейдем Давай. теперь к тебе. Я Давай. могу сказать, как делать, чтобы тяжело не было. Давай. Работать просто надо. Да, и Тогда всё. времени нет на то, чтобы тяжело было. Чтоб сожалеть. Да, вообще. Так, ну, Алексей, расскажи нам, у тебя же много историй с подписчиками, очень много наверняка комментариев, которые ты получаешь каждый день от тех, кто держит софтлайн, от тех, кто держит позитив. Как бы Хорош. они думают, за что ты с нами так поступил, да? То Не, есть не я поступил, они поступили. они поступили. Почему? Потому что они кнопочки нажимали. Они по-любому тебе это пишут и спрашивают. Скажи, пожалуйста, ну это как бы это верхушка айсберга. Ну давай опустимся еще ниже. Что является важным для всех и что нужно быстрее осознать и понять, чтобы пришли деньги? Слушай, чтобы пришли деньги, нужно не зацикливаться на деньгах. Потому что когда ты хочешь денег, ты хрен их получишь вообще. То есть у тебя скорее наоборот будет. У тебя будет история, что у тебя не будет денег, если ты будешь хотеть денег. Я не знаю, как это работает, но это так.
В разные периоды жизни было по-разному, но, наверное, самый большой приход денег происходит тогда, когда ты их просто, не знаю, не обращаешь на них. А когда денег и так нет. Слушай, денег... Сочувствую. Смотри, ну что значит нет денег? Деньги есть у всех. Вопрос просто в масштабе, в количестве. И, наверное, если у вас нет денег, вы делаете что-то не то. То есть и человек, который делает то, что ему надо делать, у него всегда будут деньги. Вообще неважно. А что Там... надо делать? Мурат, я не ты знаю. можешь подключаться, Быть Мурат, первым, всё. вот. Вот, да, кстати, Стив, Работать, давай заново. работать. 24/7. Смотрите, есть такая крутая штука. У меня был период в жизни, я работал 24/7 без выходных в ресторане, и мне работодатель оплачивал вечером такси, а утром я ехал на метро на работу. Меня кормили, поили, стирали одежду. В принципе, ты просто работаешь с 10 утра до часу ночи. Каждый день, без выходных, по-моему, месяца 3. У меня были чаевые, у меня была зарплата. Я просто приходил и складывал в тумбочку. У меня не было времени потратить эти деньги. Хотите решить вашу финансовую работу, ваши финансовые проблемы, работайте 24/7. У вас не будет времени тратить. Деньги у вас автоматом начнут накапливаться. Все. Вот весь залог успеха. Всё. Потом захотели потратить, потратили. Сколько ты тратишь, Мурат? Много. Ну, у меня на такси за год 600 ушло. А в месяц сколько ты тратишь? 50 000 на такси. Ну да, в месяц, Только на значит, такси. Только на чисто такси. получается. Слушай, зависит от месяца. В этом месяце большие расходы. Я в Китай собираюсь в конце декабря, поэтому Там хорошо. из-за отпуска сильно выше расходная часть. Смотри, как считать, типа, нужно ли сюда считать жилье, которое съемное, да? На себя я тратил бы меньше тогда на 150 косарей, если бы мне жилье за 150. А это большая сумма так-то, да, и, 1 700 000 соответственно, был. да, нужно ли 1 считать то, 800. что я матери там около 120-130 посылаю в месяц, или не нужно? Это расход или что? Ну, это же с моей карты уходит, да, там написано, ушло, да, и все. Я вот, как бы, есть какие-то вещи, которые ты там не считаешь. Ну, вот расход, там, не знаю, вот ребята же знают, там, мы армии посылаем деньги постоянно, да, и, ну, там, определенным военным на какие-то нужды срочные. И что, это расходы или что? Да, в целом без этих расходов можно было бы обойтись. Да, ну вот тут и там копится. И важно, что, конечно, тут не буду обелять себя, типа, блядь, маме помог там, и вот то. На херню много трачу. Вот эту вот штуку, ну, как бы многие знают, да, вот Леха заценил, это там огромная коллекция от одной компании всяких головоломок. Я просто психанул и купил на 20-ку просто штук 20 где-то. Ну ладно, не да, Это одна 15. компания, Да. и собственник этой компании Иван. Я, наверное, с ним знаком. Вот, да. Ну вот, возможно, кстати. А как вы считаете, сколько нормально тратить, сколько много, а сколько мало? Вот есть ли такая градация? Есть, конечно. Вот ты зарабатываешь в месяц определенную сумму. И вот если ты тратишь все 100%, это много. Если ты тратишь 90% или 80%, это нормально. Если ты тратишь 50% от этой суммы, это мало. Нужно тратить больше. Больше, конечно. Потому что ты тогда, ну, как бы ты, получается, накапливаешь слишком быстро, и это может выбить почву из-под ног. Тебе будет казаться, что, блин, вот у тебя большой капитал быстро растет. Большой рост капитала требует, чтобы мозг привык к тому, что будут потери. А люди не привыкают к этому, потом они теряют деньги, и потом очень сильно сожалеют по этому поводу. Если вы хотите быть готовым к потерям, приглашаю на свой вебинар о том, как просрать 10 лямов за 3 сделки. Да? Регистрация под делаешь видео, теперь да? вебинары свои? Нет, конечно. Вот. Ну, я думаю, что, кстати, Понятно. интересно, сколько людей бы пошли на этот вебинар, Вот. друзья. Если вы пошли бы на вебинар «Как потерять 10 миллионов за 3 сделки» к Мураду, то напишите об этом в комментариях. Если у тебя есть сейчас 10 миллионов рублей на счету, и тебе нужно открыть сделки или одну сделку, и ты не имеешь права подойти к терминалу следующие 12 месяцев, какая это будет сделка? Это будут облигации, Какие? это будет Конкретно. конкретные выпуски. Давай. Давай попробуем. Это будет NVIDIA 6, по-моему, есть такой, Мгм. или 8, что-то такое. Окей. Ну, в общем, NVIDIA. И это будет допром IT-компания. Давай. Одна, я забыл ее название. Давай, я тебе помогу. Очень. Там 28-й купон. 28 купон, Да. IT-компания. IT-компания, 28-й купон. Она еще делает эти календари с женщинами голыми.
по-моему. Серьезно. В общем, ищите Вот. в Гугле компания Забыл название просто, да, из головы вылетело. календари. И, ну, допом был бы лизинг Совкомбанка, лизинг Сбера. Да, ну, из того, что сейчас в голову приходит, тут интернет не Мгм. ловит. Вот, вполне нормальный. По 20% каждый, Ну да? да, они, там, может, 18 уже, нормально. Самолет можно добавить, никаких проблем в целом, каких-то жестких не ожидаю. Вот супер. Облиги и супер. Чисто облиги, да? Да, По наверное, да. 15% на каждый выпуск. Ну, дать. условно, да. Круто. Вот, есть акции, не акции я не готов На брать, год, чтобы не видеть. чтоб не видеть, Я готов только, чтобы видеть. чтоб видеть. Я думаю, что если бы я 12 месяцев не заходил в портфель, я бы спокойно мог взять банковский сектор, там хоть индексом бери, то есть мне кажется, что там, в принципе, все окей будет. Я бы точно взял облигации 26238. А, Я бы, слушай, я бы взял «Газпром» даже, но я бы сразу тейк поставил заранее на процентов 15-20. Если вы не хотите выбирать «Газпром» в портфель, чтобы заработать денег, в этой книге есть глава «Структурный анализ». Имейте в виду. Условия получить книгу Да-да, под видео. под Но видео. я бы, Да. конечно, схитрил. Хитрил бы. Конечно, я бы схитрил. Угадайте, что бы я взял. Давайте. то, что опять. Давай. Фьючерс какой-нибудь. Давай, еще, На еще. валюту. Еще есть же Индекс, инструмент. А индекс. еще есть инструмент. Опционы. Да какие опционы? Ты что, на год опционы? Это безумие. Это безумие. Тебя Кто тебя размотает. знает? Тебя размотает. Ну и ладно. Не впервые, да? Ну да. Это страшно только в первый раз, да? Второй раз не страшно. Да ладно, я бы схитрил, на самом деле. Просто берете паи фонда, Ну да, нормально. сбалансированные возможности, и все у вас хорошо. Молодец. Просто я точно знаю, что управляющие там будут следить целый год, все делать вовремя. Мурат, твой фонд? А вы просто Молодец. кайфуете. Знаешь, сам свой фонд покупает, короче. Сейчас я скажу, что бы я купил с своего портфеля. Прям сейчас смотрю. Но у меня уже есть X5, она сильно выросла, ее бы я уже не купил бы. Слушай, очень сложно сказать, какие акции я бы купил бы, чтобы не бояться смотреть 12 месяцев. А, ВТБ, Транснефть, Headhunter. X5, позитив. Позе на 12 месяцев. Может, Иксан? Ну и ОФЗ. То есть самый стопроцентный это ОФЗ для меня. Конечно. Давайте еще такой вопрос. Если бы у тебя, Мурат, было только 10 тысяч рублей, что бы ты с ними сделал? И больше ничего. Я бы ставил на футбол. Так нельзя, наверное, рекламировать ставки. Это не реклама. Я же не говорю, что я бы ставил в... Три топора. Три топора, да? Вот, типа, я бы ставил на футбик условный или там на борьбу какую-нибудь. Ну, Ну, в общем, погоди. на спорт, да. Ну, и что бы ты поставил? Давай. Вот Ну, ты- тебе я не знаю, что завтра. Ну, смотри, как-то но иметь. ты бы поставил и потерял. Дальше что? А почему сразу потерял? Ты Ну, хорошо, но- пессимист, блядь. Нет, ну, хорошо, максимум ты выиграл. можешь заработать 10%. Ну, а не потерять 10, 100. 20, Да 30, 40. нормально, чё. Это же классическая хуйня. А Короче, что а делать с где десяткой еще? Погоди, а где фундаментальный анализ? Ну, ты бы читал отчетность, если бы у тебя я было бы 10 тысяч? купил, но фундаментальный анализ очень просто. Я бы взял, ну, к примеру, какую-то борьбу, да, вот поставить на победу. Если бы вам подарили одну вещь, которая реально улучшит доходность в 2026 году, что это было бы? Подписку на Эйлер терминал от Эйлер Капитал, по-моему, называется. Вот. Аналитическое агентство. Которая улучшит доход? Улучшит доходность Доходность. в 2026 году. Я думал, доходность определяется сделками, Ну, а не вещью. Подарок. я то есть, смотри, аналитику тебе- купил, которая Не, попроще. смотри, аналитика. Аналитика тебе говорит, аналитика конца 2021 года говорила о том, что 2022 год будет просто ракета. А там была торпеда. Там была ракета. Да, только в другую сторону. Понимаешь? Развернулся. Да, она развернулась. Просто шок Я к вопросу, то, что аналитика не работает в том плане, в котором привыкли люди думать. Я не знаю, что это за вещь. Возможно, это, не знаю, успокоительные какие-то. Ну, такие, знаете, финибут. Да, кстати, Финибутово нормальная тема. становится, да. То есть тебе все равно, что будет. И Возможно, можно- это увеличит доходность. Возможно. И можно обрезать. Наверное. Я понял, что эта должность я передам тебе, она очень впишется в концепцию. Окей, а теперь наоборот. Какой подарок инвестору — это скрытый троллинг? Книгу с названием «Как инвестировать». Нет, инвестиции для чайника. Да-да. Нормальная тема. Зафиксировали. Что, дарим всем? Вообще, Давай вот всем развал. купим. Сейчас поедем, купим, подарим.
Смешно, блин. Прикольно. Всем. Вот, С подписью, да? если человек хочет вторую пенсию, но ленится учиться, он вообще имеет шанс? Нет. Вообще 0 шансов. Ленится учиться? Да. Ну, и до Ну, свидания. слушайте, это все равно, что ребенок, ребенок, когда рождается, он же ходить не может. Есть только один шанс, кстати. На военную пенсию можно пойти, вот, повоевать. И может быть, у тебя будет вторая пенсия, но готовы ли вы? Но смотрите, я к чему, Независимо. я к чему веду. Мы, рождаясь, мы не можем ни пить, ни есть, ни ходить. Почему-то мы учимся этому всему. То есть эти все навыки, они не врожденные, они приобретенные. То есть мы смотрим за другими и повторяем. А вот в какой-то момент на голову падает кирпич, и мы говорим, а дальше мы учиться не будем. Само должно как-то прийти. Не, само не придет. Надо учиться. Самая неприятная правда про пассивный доход. Но самая неприятная правда, что как это, все очень просто, да, Уоррен Баффет? Почему этим не пользуются все? Никто не хочет богатеть медленно. И самая неприятная правда то, что он будет, но вы до него можете не дожить. Пассивный доход — это свобода или ответственность? Ответственность. Свобода — это когда у тебя 0 рублей в кармане и никаких перспектив заработать. Это независимость, а про независимость написано в книге Эрика Берна. Чтобы подробнее узнать, каково это, можете почитать. В описании. Только эту книгу, только в этой. Это один экземпляр. Ответы в этой Един. В Новый год принято желать. А что вы желаете человеку, который смотрит этот выпуск? Удачи и сил побольше. Да нет. Мира над головой. Вот что я ему желаю, кстати. Самое лучшее, что можно пожелать. В А дальше 26-м, да? лучше в 25-м, конечно. Но, ну ладно. А прикинь, в 25-м. 2026. Какой ужас. 2126 год. Так еще ты 1000 лет, что ли, планируешь прожить? Нет. Если тебе похрен, что будет Он в сохранит 3026. вас один. Да нет. Крайняя плоть надо- сохранится. Ура. Нельзя тебе записывать подкаст. Да. Знаете, что надо пожелать? Прочитайте книгу Эрика Берна. Да нет, на что самое главное в жизни, вы знаете? Жизнь. Да. И те события, которые в ней происходят. Они делают ее неповторимой, яркой, насыщенной или грустной и Да. не яркой. И только нам решать, каким будет 26-й год. Я вам желаю не быть таким, как Карл Маркс, у которого события его жизни повлияли на всю страну под названием Советский Союз. Чтобы ваши решения и от них не зависели судьбы большого количества людей. Это большая ответственность. Но если люди сами приняли такое Ну да, решение. это другое, да. Здесь же смотри, вот хорошая, кстати, тема про Карла Маркса и про Советский Союз, и про царскую Россию. Если бы Николай II не захотел, Да. да Ничего хрен бы бы, не было. ничего бы не было. Но он Но он сам хотел. захотел. Да, он сам захотел, он сам сдал пост Сам сдал. и Мог бы уехал просто их всех в расстрелять. ЕКБ чилить чисто. Да, расстрелять бы мог Сельпо, да. всех. Деньги в первый раз увидел, кстати. Он как раз в Екатеринбурге. Ну, обычные. Потому что царской семье не нужно пользоваться деньгами. Вот. Да, там есть казначея. И на этой важной ноте мы заканчиваем наш новогодний выпуск. Большое вам спасибо. Книгу вы можете получить по условиям в описании. Конечно же, переходите в соцсеть Базар и подписывайтесь на всех, кого вы там найдете. Подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения на весь год. Пусть этот год станет для вас самым прибыльным в вашей истории. Не повторяйте ошибки Мурада. И пусть у вас все будет хорошо. Главное — это ваше здоровье и ваша жизнь.